Доброго дня, шановні. Тема сегодняшнего ролика – как накачать грудь, если плечи воруют с нее нагрузку. Эта тема очень, скажем так, актуальна для многих. У кого-то, вот как у Андрея, узко вперед посаженные плечи. И он, я сколько помню, полжизни с этой проблемой как-то боролся. Я видел ребят, у которых огромные трицепсы. Они тоже воруют нагрузку с грудных, и тяжело именно добиться нужного эффекта. Поэтому, чтобы решить эту проблему, предлагаем несколько нами опробованных способов. Первый способ, который вам сейчас показывает Андрей, это предварительно, изолированно утомить грудные мышцы на блочных тренажерах. Всем известный кроссовер. Делаем именно сверху вниз, потому что в такой работе плечо задействуется меньше всего. И грудная мышца в полном объеме прорабатывается. После этого упражнения, например, можно делать любую вашу базовую программу, которую вы наметили, предварительно сделав 2-3 подхода, кстати, по 15-20 повторений. Вес должен быть небольшой. Андрей, повернись на секундочку боком. Вот обратите внимание на плечевую ось Андрея. Вот плечи у него посажены всегда были вперед. С одной стороны, это была его проблема. На соревнованиях, да, фигура была, скажем так, не чемпионская. Но с другой стороны, это был его повод, это был его стимул стать лучше. Он искал, он боролся, добивался, совершенствовал себя. И в итоге, да, было тяжело, но... Ну, костяк, сам костный скелет широкий, плечи да. широкие, но... Но они именно плечевые посажены вперед, и поэтому да, грудь впалая. Она плотная, но она маленькая. Я очень долго менял все, и у меня был неправильный угол в начале моей карьеры. 45 градусов улавка, а не 30. Это тоже очень большой минус был. У меня была вот такая передняя дельта, а груди вверх они На 45 крала сильно, да? Очень крала. Ну, если у обычных людей это как бы работать 50 на 50, то, да, допустим, с такой особенностью 45 это не совсем то, с чего стоило бы начинать. И передняя дельта забирала нагрузку однозначно. Константин прав на 200%. Второе. Подальше задвигаем классический жим. Да-да. Используем чаще гантели. Разводка горизонтальная или жим с гантелей. В данный момент Андрей демонстрирует разводку. И именно в начале тренировки разводка на горизонтальной скамье очень эффективно, скажем так, прибивает грудные мышцы. Во-первых, на свежую грудь можно дойти до более серьезного рабочего веса, чем в обычной интерпретации, когда разводку делают после тяжелого жима. То есть по всей длине хорошо сформировать грудную мышцу и уже потом переходить, допустим, к каким-то жимовым упражнениям, где будет задействован больше и локтевой, и плечевой суставы. Но не забываем, выполняем не менее 15 повторений, чтобы избежать травматизма. Самый эффективный метод, на наш взгляд, это жим гантелей под обратным углом. Сразу можете увидеть минус этого упражнения. Это неудобно брать хороший вес рабочий собственными усилиями без помощи напарника. Почему он такой эффективный? Во-первых, это приличный рабочий вес по сравнению с разводкой. Андрей, конечно, демонстрационные гантели взял, но в принципе здесь можно работать достаточно хорошим весом, если вам его подадут. Такой угол наклона задействует максимально все мышечные волокна груди. Обратите внимание. Вот идет у нас низ, середина, даже вверх подключается. Я держу руки по диагонали, так я больше чувствую свою грудь. То есть это максимальное участие всех грудных волокон в работе, максимальное участие. Разводка же под таким углом, если кто-то скажет, она будет более травмоопасна, потому что лежа головой вниз, вы немножко теряете концентрацию равновесия, и гантеля может повести назад и ломануть плечо. Поэтому жим именно более предпочтителен, более подконтрольный. Количество повторений также 10-12, если делать больше, слишком голова наливается, если делать меньше, слишком большой вес. Следующее упражнение, следующий метод. Естественно, надо проработать верх груди. И если мы будем делать жимы с гантелями, Шини Смита, как Андрей говорил, под углом 30 или 40 градусов, там дельты будут работать, будь здоров. Поэтому что мы делаем? Мы берем скамью с углом 40 или даже 50 градусов, устанавливаем его в кроссовер чуть-чуть вперед от центральной его части. Таким образом, мы даем максимальную растяжку грудным верха и сводим концентрированно к центру, не теряя напряжения. Плечо именно в такой разводке работает по минимуму, а верх грудных
постоянно находится в напряжении. Из плюсов. Это удобнее, чем делать стоя. Некоторые делают стоя, снизу вверх тянут, сводят блоки. Так делать гораздо удобнее, у вас выше концентрация. Но из минусов вы можете в пик, скажем так, часового посещения задолбать половину зала. Потому что вам надо будет занять кроссовер и никому больше не давать, чтобы вам мешали работать. Не всем это понравится, но я думаю, пережить можно. Но эффект того стоит. Но, друзья, если все-таки классические жимы вас пленили и вы от них отказаться не можете, то хотя бы после того, как выполняете подход классического жима, и там вы утомили и переднюю дельту, и трицепс, то не забывайте изолированно добить, доработать грудную мышцу. Например, в грудь-машине. Идеально подходит такой вариант. Или классический, если у вас в зале есть, он еще лучше, где вообще рука практически не участвует на коротком рычаге. Это будет хорошо. Друзья, надеемся, наши нехитрые советы вам помогут в достижении ваших спортивных целей. Мы благодарим клуб Orange, мы благодарим вас за внимание. На всем прощаемся, донатьте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, фидбэк приветствуется. С вами был Masters of Body. До новых встреч!